Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Техноенот и его команда. Как и обещали, выпускаем для вас небольшой ролик о прогулке по новейшему музею российских железных дорог, который открылся совсем недавно в Санкт-Петербурге. Ни в коем случае это не спойлер, просто прогуляемся с нашей бродячей камерой и поделимся некоторой информацией о музее и его экспонатах. Само собой, можно 100 раз увидеть видео, но лучше один раз увидеть все это вживую, своими глазами, так сказать, потрогать руками и ощутить всю мощь техники. Ну, а для тех, кто находится далеко от Питера, будет интересно получить для себя такую предварительную информацию и записать свои планы посещения Петербурга и его достопримечательностей. И пускай это будет наша маленькая бесплатная реклама музея. Поэтому приготовьте для себя вкусный и правильный бутерброд, налейте чайку и прогуляйтесь вместе с нами по этому интересному месту. Самое первое, что хочется сказать, это очень крутое и интересное место. Мои личные впечатления можно описать вот следующим образом. Ура! Заработало! А теперь по порядку. В настоящий момент вход в музей до 11 января 2018 года бесплатный. Поэтому при планировании посещения учитывайте, что в выходные дни поток посетителей воистине огромный, и такое столпотворение совершенно не даст насладиться экспозицией или сделать классные фотки. Да и к тому же инфраструктура музея рассчитана на меньшее количество посетителей все-таки. Будьте готовы постоять в очереди часок, а может и два, но опять же я считаю это временным явлением. Просто приходите в музей с утра пораньше и в будний день, и будет вам счастье. Пожалуй, сразу про инфраструктуру скажу. В холле музея, где будут продаваться билеты, есть гардероб, а также сувенирная лавка, в которой можно купить всяческие сувениры от брелка до масштабной модели локомотива или какого-либо вагона, ну или книгу про железные дороги. Цены, как у всей сувенирки, кусающиеся, ну вы понимаете. В музее есть кафе, довольно небольшое, но при стандартном наплыве посетителей должно накормить всех желающих. По ценам, к сожалению, не сориентируем, не заходили туда. Поехали дальше. Вы смотрите наш видеоряд, а я продолжу свой рассказ о музее и его экспонатах. Естественно, на видео попали не все экспонаты, но даже то, что попало, достаточно, чтобы понять всю степень крутизны крупнейшего в Европе музея железных дорог и его экспозиции. Ну а сколько же будут стоить билеты в новом 2018 году? Их стоимость составит от 50 рублей, это льготный билет, до 400 рублей, это семейный билет на двух взрослых и одного-двух детей в возрасте до 18 лет. Ну а полный билет для совершеннолетних и иностранных даже граждан по заявлению организаторов будет стоить всего лишь 200 рублей. Согласитесь, цены очень гуманные. Музей Октябрьской железной дороги существует в Петербурге с 1978 года, но располагался он в другом месте, и его габаритные экспонаты некоторое время стояли на путях бывшего Варшавского вокзала. Но со временем было принято решение о перемещении музея в новое, более просторное место, и это оказалось правильной идеей. Поскольку для полноценного существования коллекции нового музея по определению необходимо было железнодорожное полотно, у Санкт-Петербурга было не так уж и много вариантов его нового расположения. Рассматривались несколько станций в центральной части города, но в итоге выбор пал на Балтийский вокзал. Преимущества такого решения очевидны. Расположение более чем удобное, тут и станция метро рядом, и вокзал. Тематическое соответствие на все 100%. Ну и наличие свободных площадей, которых в изобилии, а это более чем 5 гектаров земли за Балтийским вокзалом. На территории, где располагалось бывшее старое локомотивное депо и трансформаторная подстанция, стартовало строительство, в ходе которого депо было реконструировано, а существующее полотно железнодорожное немного прорежено, если можно так сказать. Кстати, все путевое хозяйство пригодно для движения ретро-поездов. Собственно, таким образом габаритные экспонаты и попали в музей. Основу уникальной коллекции музея составляют десятки тысяч экспонатов музейного фонда и сотни единиц подвижного состава, в том числе отремонтированные локомотивы и вагоны, например, Столыпинский вагон или теплушка времен Великой Отечественной войны. Изюминкой экспозиции, на мой взгляд, является разрезной макет паровоза. Это очень увлекательно посмотреть на устройство паровоза. Ничего, правда, мне не понятно, но для этого есть дополнительные материалы. Почитайте, и все сразу станет ясно. Но мало того, что снаружи можно на него посмотреть, так еще пройтись под ним можно и разглядеть всю подноготную. Наверное, это мечта настоящего железнодорожного маньяка. Шутка.
А еще есть, говорят, бронированный вагон китайской восточной железной дороги, на котором могли ездить последний китайский император или адмирал Колчак, но это не точно. Ну, и я как-то упустил этот вагон, поэтому даже не могу вам его показать толком. Есть информация, что многие старые вагоны сохранились благодаря любителям. Их собирали по разным депо, некоторые списанные вагоны использовались как складские помещения. Ну, если так можно выразиться, в них хранили белье. Снова поставив на рельсы, здесь им дали вторую жизнь. Каждый локомотив, паровоз или вагон можно рассмотреть с различных сторон и даже сверху. В новом здании у вас есть возможность окинуть взглядом всю экспозицию с подвесной галереи и затем спуститься вниз для более детального осмотра. В структуре нового здания музея выделяются 3 части – средняя с поворотным кругом и 2 боковых крыла. Таким образом, всю эту экспозицию можно обойти как снизу, так и по галерее сверху. Надо сказать, что это очень круто, и это весьма увлекательное мероприятие. Только вот, на мой взгляд, на галерее очень нужны скамеечки или сиденья, чтобы можно было передохнуть, ну или перезарядить флешку или аккумулятор в фотоаппарате. Каждый посетитель сам выбирает маршрут своего путешествия. Тематически можно из дореволюционного Петрограда попасть в блокадный Ленинград, достаточно войти в грузовой вагон. В одних ящиках замаскированы экраны с военной хроникой, а в других медали. Каждый перрон – это разные периоды истории. Указатели направления движения стилизованы под инфографику железнодорожных вокзалов, а электронное табло у каждого крупного экспоната расскажут вам о них поподробнее. Есть также в экспозиции тренажер-симулятор локомотива ТЭП-70БС, который позволяет почувствовать себя машинистом. Но, к сожалению, когда мы были в музее, он не работал по каким-то причинам. Зато вместе с детворой мы побывали в кабине машиниста паровоза. Если честно, вообще непонятно, как можно управлять такой махиной и что-то еще при этом рассмотреть в маленькие окошечки. И да, чуть не забыл. Когда вы прогуливаетесь по экспозиции, не забывайте, что рядом с вами огромные металлические машины со всяческими выступающими частями. Если честно, я так увлекся одним паровозом, что чуть не влетел головой в такую выступающую железку. В следующий раз, наверное, возьму с собой защитную каску. Естественно, множество детишек от 6 до 46 лет стараются забраться на технику, где это возможно и невозможно. Хотя висят информационные таблички с сообщением о том, что забираться на экспонаты запрещено. Конечно, за порядком пытаются следить сотрудники музея, но в настоящий момент посетителей столько, что просто нереально за всеми проследить. Поэтому некоторые экспонаты музея уже начинают страдать от шаловливых ручек, и это нехорошо. В общем, нужно спокойно походить, побродить по музею, посмотреть на старую и не очень технику. Сейчас, пока музей новый, можно ощутить местами запах свежей краски. Естественно, через YouTube запахи пока не передаются, поэтому просто поглядите еще немножко на технику. А затем мы продолжим нашу прогулку. Прогулявшись по крытой части экспозиции, можно выйти на улицу, где также есть что посмотреть. И, кстати, со стороны можно оценить архитектурную составляющую музея. Выглядит это все, на мой взгляд, по-современному и очень привлекательно. На улице тоже много техники, можно посмотреть на железнодорожную артиллерийскую установку с орудиями от затонувшего линкора императрица Мария Федоровна, или ее более современного собрата, знаменитый боевой железнодорожный ракетный комплекс «Молодец» с развернутой пусковой установкой для межконтинентальной баллистической ракеты, кстати, снятого с вооружения только в 2005 году. За сутки по железнодорожным путям этот боевой комплекс мог преодолеть 1000 километров, а со спутника такой вагон было не отличить от обычного рефрижератора. Со стороны вроде ничего необычного, но с технической точки зрения очень увлекательно. Ну и еще на улице много других экспонатов, таких как, например, скоростной поезд советско-российских времен «Сокол». Увидите вблизи, как мог бы выглядеть отечественный Сапсан. Кстати, в непогоду можно уличную экспозицию рассмотреть из скрытого комплекса, благо стеклянные панорамные стены это позволяют, но, думаю, ощущения будут совсем не те. Если честно, я, конечно, не сумел рассмотреть все экспонаты. Минимум, чтобы обойти все, нужно часа 2. Ну, а если подробно останавливаться и ознакомливаться с дополнительной информацией, то понадобится, ну не знаю, часа 4,5, например.
Это как в Эрмитаже, нужно посетить музей несколько раз, чтобы рассмотреть все повнимательнее. И я обязательно посещу этот музей еще раз, только уже всей семьей и без камеры, чтобы не отвлекаться от чудесной техники. К тому же организаторы обещают пополнение экспозиции новыми экспонатами, ну и другими мероприятиями. А еще можно пройтись вместе с экскурсоводом, ну это кому как нравится. Наверняка вот я в своем рассказе что-то опустил и о чем-то забыл рассказать, поэтому можете поделиться своими впечатлениями о музее в комментариях к этому видео. Я думаю, все знающие видеоэксперты наверняка найдут у меня какую-то неточность, ну и за это им заранее спасибо. Может быть, вы заметили еще какие-то интересные вещи, экспонаты, то напишите обязательно в комментариях. Во всяком случае, то, что вы увидели в ролике нашей команды, это малюсенькая толика огромной и очень интересной экспозиции. Приезжайте в Питер, что тут еще сказать. Информацию о работе музея, его точном местонахождении и стоимости билетов в дальнейшем смотрите на сайте музея, так сказать, из первого источника. Мало ли что-то поменяется. Ссылочку обязательно дадим в описании. Спасибо, друзья, что были с нами и досмотрели этот ролик до конца. Всем добра и вкусных бутербродов. Не забудьте подписаться на наш канал, конечно, поставить колокольчик, ну и все дела. И мы вместе побываем в других интересных местах и расскажем новые истории. До новых встреч, пока!